Просто все бордовое. Просто прикол. Короче, Аэроэкспресс, ему голова. Можете меня выпустить, пожалуйста, где-нибудь? Давайте я за мостом направо и выйду. Спасибо. Сейчас откройте багажник-то. Прикол. Естественно, не очень приятно опаздывать на самолет, когда он стоит таких бабок, как перелет на Камчатку. Это очень дорого. По итогу какую-то дорогу просто тупо перекопали, и все встало в Москве, в центре города, и мне пришлось выйти, как дебилу, идти с этим чемоданом по брусчатке, бежать, потеть, залететь в метро, из него понять, куда мне бежать, добежать до поезда и попасть вовремя, потому что по итогу я успел, но это был полный пиздец, потому что ты как чушка бежишь, вонючий, потный, а потом тебе еще в таком состоянии лететь. Почему я начал заниматься собой? Из-за очень тяжелой, как потом выяснилось, депрессии, я себя супер запустил. Депрессия у меня произошла из-за того, что, к сожалению, у меня умерла мама. Ну что, ой, такой ты красивый на фоне всего. Мам, мы идем плавать или что? Смотрю в тебя, как в зеркало, до головокружения. А что, ничего не видно? Мам, пана пами кусаны кисте пас. Элевейтор. Примерно 18 я уехал с Камчатки. До этого у меня был тяжелый переходный период. Я был супер наглый ребенок, все время с ней спорил. Я поступил в Петербург, и она очень сильно переживала из-за этого. То есть она не хотела отпускать и делала все, чтобы я не поступил. Следующие 5 лет мы практически не общались, виделись крайне редко, и то в отпусках. Или я прилетал на Камчатку, или она ко мне, или мы вместе летели куда-то отдыхать. И я ей не звонил, естественно, потому что у меня там, знаешь, первый курс, тусовки, как-то нужно выживать, потому что я жил на свои деньги, работа, учеба, еще что-то. Есть 100 причин, как не позвонить родителям. А после этого все уже, вот, по-моему, я ушел из универа, или это было уже на последних курсах универа, и начался рак. Очень тупо я узнал об этом. Я приехал на Камчатку, и мама была в парике. Я подумал, что есть некая тенденция среди особенно врачебной и учительской вот тусовки того поколения одевать парики просто потому что, ну, как, знаешь, головной убор. Я подумал, что это прикол. Я приезжаю, но в парике я спрашиваю, а что ты в парике? Ты же молодая еще, зачем тебе это? И она ничего не говорит, и она держит лицо спокойно, но у нее глаза в слезах. То есть она смотрит на меня и говорит, что ты пристал? Я прилетаю домой, проходит несколько месяцев, просыпаюсь от этой мысли ночью. Я звоню сестре, потому что разница во времени как раз, что там на Камчатке день. Я говорю, слушай, а почему мама носит парик реально? Типа, в чем прикол? И, видимо, был какой-то день такой у моей сестры, что она сказала, ну ты что, совсем дебил? Вот так. При этом с сестрой мы никогда тоже близко не общались. Ты ничего не понимаешь? Я говорю, нет. А что я должен понимать? Она говорит, ну у мамы рак. И она не хочет тебе говорить, потому что ты живешь в Питере, она за тебя боится, что ты сторчишься, сопьешься, непонятно, как на это отреагируешь. Ну и все, так вот я и узнал. Я, конечно, очень сильно обозлился, что мне не сказали, и очень психовал, ревел, орал. Но у нас в семье так принято. Если есть проблема, то как бы все делают вид, что ее нет. Но как бы это ужасно не звучало, я никогда не был близок с сестрой, никогда не был близок с отцом, но вот благодаря уходу мамы мы все друг друга обрели. И мы начали очень близко все общаться и понимаем, что мы единственные люди, которые есть друг у друга. К сожалению, трагедия сближает. Простите. Ребенок! Привет! Где вы припарковались? А мы вон там припарковались, пойдем. Пойдем. На-ка, помоги. Как дела? Ты так вымахал? О, ты совсем немного подрос. Подрос. А как ты долетел? Хорошо, долетел, спасибо. Холодно, что так? Я не знаю, тут все время так. Вот машина. Вот. Супер, погнали. Гоша — это мой племянник, это, собственно, сын моей сестры, это наша главная
достижения всей семьи. В него вложено огромное количество знаний бабушкой. Он воспитывался, в частности, моей мамой. Мне безумно интересно с ним проводить время, потому что он взрослеет, у него крутые чистые мысли. Очень интересно каждый раз с ним встречаться, смотреть, как он изменился за короткий промежуток времени, не только физически, но еще и умственно. И он для меня, наверное, сейчас главное мое вдохновение, вообще человек, который помогает мне заземляться и чуть-чуть по-другому на все это смотреть. Алло. Батя, Ау. а ты на даче? Я за грибами поехал. Серьезно? Да. А ты с кем поехал за грибами? С Ивановной? А ты когда вернешься? Я не знаю, а что там? Ну ничего, я просто заехал бы к тебе на дачу, может быть, ненадолго. Мой дом, Петропавловск, Камчатки. Такую песню будем петь? Супер вообще. Это же Петр и Павел. О, здесь туалет даже поставили. Петр и кто? И Павел. Ты понимаешь, почему Петропавловск так называется, Гош? Открыл Солнце Петр и вышло. Павел. Правильно, молодец. Солнце вышло, вы видали? И тебе нужно вот оттуда меня сфоткать. Сможешь? Только, да, аккуратно спуститься вот оттуда. И я типа здесь модно стою. Петропавловск-Камчатский, мой родной город. Я там родился и рос до 18 лет. В обычном доме, пятиэтажном. Ходил в обычную школу. У меня совершенно обычные родители. Мама была санитаркой в наркологическом диспансере и торговала на рынке. И ей помогала сестра, чтобы выживать вообще, они это делали. А папа боцман. Он ходил в рейсы на суднах на 9 месяцев. Очень вкусно пахнет. Я когда на море бываю, вот такие ежи валяются, и они пахнут вот так же. А где ты, море во Владивостоке? А где Да. смотровая площадка, дико извиняюсь? Вот сюда идти? Полево? Ля-ля, родина моя. Пахнет родиной. Сивыч, он живой. Это удивительный, конечно, контраст всего происходящего. Добрый день. Здравствуйте, хозяин. А если лев царь зверей, то морской лев царь рыб? Такая вам шутка как? Он царь морских зверей. Тебе понравилась шутка, Гош? Неплохо. До того, как моя мама стала санитаркой в наркологии, она была строителем. У меня есть ужасная фотография. Моя мама 1,80 м, невероятно красивая, с кудрями, у нее 3-й размер груди, стройная, ноги от ушей. Она идет в коротком пальто и на себе несет ящик цемента 50 килограмм на горбу, вот так. Она пахала очень много, чтобы выдали квартиру в том доме, который она строила. И я там, вот, собственно, в этом доме и прожил все свои 18 лет в Камчатке. Слушай, так больно тепло, я куртку, наверное, не буду брать. Ты помнишь, где жила бабушка? Да, Где? Покажи. там вверху. Какие окна? Вон там справа, да. Да, прикол. А это у нас пластиковые окна стояли? Или это они уже поставили? Это они поставили, по-моему. Когда ты оказываешься в родном дворе, с одной стороны, очень теплые воспоминания, потому что я там все детство играл, тусовался, там столько всего произошло. Но с другой стороны, это грустно, потому что очень хочется, после прогулки как будто бы попасть домой, а дома нет, в принципе, и дома нет мамы. Последний раз, когда я был на Камчатке, я был в своей квартире, где я 18 лет прожил. А сейчас, когда я приехал, эта квартира уже не наша, и я не могу даже в подъезд элементарно зайти. И это так ужасно, что ты хочешь как будто бы домой, а дома нет уже там. Вот, смотри, дядина комната. Знаешь, где окна были? Нет, Самое последнее окно. 4-й этаж. Вот это крайнее самое. А дядя там 18 лет протусовался. Мне всегда казалось, слышишь, что вот этот дом самый крутой. А сейчас просто смотришь на АЗС. Вот так вот дети и гуляют здесь. И так дядя твой тусовался вот в таких вот локациях все детство. Красивенько? Но вот это новинка, такого не было здесь. Здесь просто, мне кажется, гаражи были. Вот это реально, это с моего детства еще стоит здесь. Вот, и они были цветные, когда я был маленький. Ну что, попробуем ворваться? Позвоню домой. Здравствуйте, а мы забыли кнопку, вы нам не откроете? Спасибо. Гош, ты пойдешь смотреть? Вот. Мама очень сетовала за то, чтобы сделали ремонт здесь. Нирвана. Вот мои рисунки, пожалуйста. Тут написано, это Миха. Вообще, если честно, очень мощное ощущение.
Бич без ти. А еще вот так мы раньше развлекались спичками наверх. Поджигаешь их и вот так вот вверх забрасываешь. Катя Дурова точно мой почерк, я узнаю. А кто такая Катя, непонятно, кстати. Какая-то Катя Дура. Тяжко, конечно, вообще. Ох, мне влетало за это от мамы. Cypress Hill мы слушали все. Как будто бы слушали. Было модно писать Cypress Hill. Кто-то угорал по Нирване у нас. Знаешь такую группу Гош Нирвана? Да. Какую песню ты у них знаешь? Никакую, я знаю группу. Просто приколюха. Хочется вернуться домой в те моменты, когда тебе нужна забота. То есть это как будто бы то место, которое, ну, его другого такого не будет. В ситуации СОС, не в депрессии, а в ситуации, когда у тебя просто нет сил. Это единственная точка, которая, наверное, меня полноценно может перезагрузить. Вот это ништячочек. Вот этот, видишь, ты на делочке? Вот в этой церкви я тебя крестил. Серьезно? Да. Вот салат с одним золотым куполом? Ну, там их 3 вообще-то. Да, не видно. Ну, 1 и 2 маленьких, видишь? А, один, два маленьких. Я только не помню, как район называется. Тихий океан, вот там, вот видишь, когда выезжаешь, это Тихий океан. А вот это вот все небольшая бухта, которая называется Авачинская. Оттуда еще летают с этими парапланами. С парапланом? Угу. Я всегда думал, вот чокнутые люди, а сейчас бы полетал бы сам. А вот здесь это педучилище, здесь мы тоже тусовались со взрослыми девчонками. Как мы сейчас с тобой идем, я каждый день ходил в школу. А ты по гаражам бегал? Конечно. Вот моя школа. Все окна поменяли. На самом деле она страшная была, конечно, а ее так сделали симпатичной. Была одна из самых плохих школ на Камчатке. И в этой плохой школе был у меня самый плохой класс. Средняя школа номер 8. И вот это вот мои окна. 2 вот этих вот класса. 2 окна, это мой класс. И мы в нем вместо субботника с классным руководителем пили водку. Юля Николаевна звали мою классную руководительницу. Если вы там еще работаете, и я вам передаю большой и пламенный привет. А в это время мои одноклассники почти на последней парте. А еще мы бросали бомбочки в туалете и взрывали санузлы. И еще мы плевали на спину, харкали на спину трудовику. И еще мы ходили, когда я сломал ногу, весь класс меня поддержал, и мы все пришли в тапочках, потому что мне нужно было ходить в тапочках со сломанной ногой. И мы доводили конкретно педагогов. У меня твоя мама, моя сестра, ее вызывали каждую неделю в школу. Каждую неделю за плохое поведение. Мы вот так вот сидели на физике или на какой-нибудь математике, и мы так двигали парту к выходу и выходили. Показывая Гоше Камчатку и находясь в месте, где я вырос, я испытывал кайф. То есть мне было там хорошо, и я радовался от этого. Я уже забыл, как это, потому что когда я находился в депрессии, таких ощущений не было. Не было никаких ощущений. Это состояние перманентного стресса, когда ты находишься в трясучке, но так сильно ее давишь, и так много на это тратишь сил, что у тебя не хватает возможности у организма испытывать любые ощущения. Радость, страх, веселье какое-то. Ты не можешь грустить, ничего нету. Ты просто, вот такой эмоджи с ровным лицом. Единственное, что мне помогало держаться, это моя работа. Потому что дел дофига. Я с белорусской садился на такси у дома, ехал на работу, заходил в офис, тусовался весь день в офисе и ехал назад домой. И так было 7 дней в неделю. В какой-то момент я подъезжаю к офису, прям вот я вижу дверь в офис, я говорю, одну секундочку, и меняю адрес, и еду домой назад. То есть я не выхожу из такси. Я делаю круг полностью, прихожу домой, ложусь и не встаю. И так пошел день, 2. На 3-й день мне приходит мысль в голову. Если я сейчас выйду в окно, то ничего вокруг в мире не изменится. Знаешь, что мама на рынке торговала раньше? Да. А бабушка, знаешь? А что они там продавали, знаешь, что продавали? Тебе не интересно было никогда? Мне интересно, я не слышу просто. Короче, вот здесь вот был рынок. Вот сюда вот, типа, мы заходили, да? Я помню, туда, там были ряды, и там были отделы, все для звезд, где продавались. Я там ходил за закладками с Бритни Спирс. Сейчас закладка, конечно, звучит немного по-другому. Я собирал раньше, они где-то у дедушки притом.
У меня есть коллекция фанатичная про Бритни Спирс. Раньше были ряды вот здесь вот такие же. Видишь? Ну, даже похуже. Supreme не хочешь? И здесь раньше торговали мама с бабушкой. Привозили, и здесь, прикинь, в холод такой вот стояли круглогодично. Не хочешь рюкзак iPhone? Где рюкзак iPhone? Я хочу рюкзак iPhone. А малина почем у вас? 300. Забирают уже все? Нет. Дедуля, с 5000 есть у вас дача? Нет. Ну, вот. А? Посмотрите. Что ты хотел? О, 500. А что ты меня так, типа, подсовываешь, типа, как взяточку? Мы нашли. О, это мы хотели стаканчик тут забрать. Держите. Мы нашли, вот, 500 рублей. А вы что, вы забираете стаканчик? Да. Ну, ладно. Да нет, все, вы. А, хорошо, давайте. Берите, видите, тут... Ну ладно, там есть, вы берите. Подождите, сейчас, секунду, я решу. Все, берите вон тот, или вы забираете? Какой замес вообще, просто хотел малины поесть. Берите, я не беру. Вы не берете точно? Ну, видите, у вас драка уже за малину. Дедуль, надо было больше набирать. Ты ее собирал когда-нибудь сам? Были времена, дедуль, собирал. Держите. Спасибо вам большое. А можно мы без пакетика так просто заберем? Да, забирайте со стакана. Нам было сегодня взять, да? А нету, там больше, мы последнюю еле забрали. В Москве вообще есть малина? Да, но она, знаешь, какая-нибудь типа турецкая. Вот Off-White можно купить. Сейчас все с отоплением, Раньше все мерзли на рынке стояли. Блин, малина просто восторг. Вот так же это и выглядело, как вот типа раньше, только это все было В свежем воздухе? на свежем воздухе, было очень холодно зимой. Понимаешь? Буран! Буран! Батя, открой дверь! Открой дверь, пожалуйста, я приехал. Хороший человек. Сынок, приехал. Ой, хороший, пошли. Иди. Бура! Знаете, батя, чемодан мой. Бура! Бура! Что? Собака моя! Моя собака! Моя собака! Бура, ну ты чего лег? Ты чего лег, скотина? Ну ты чего лег? Бура, я знаю, как тебя заставить ревновать надо. Что ты мой холёсий? Это кто мой холёсий? Это кто мой холёсий? Привет, Зар. Они маленькие, просто уставшие. Уставшие, зараза. В говне какой-то нос у нас. Почему в говне, Зара, нос? Помоешь меня, руки подержишь? Ну, зачем так? Ты поел? Имитация. Папа. Ты поел? Да, ухи поел. Идите, Молодец. перекусите. А можно вот этим вытереть руки? Можно. Гномиками. Дисней нас не упрячет за это. А правда грязная она? Да чистая. Огурец хочу. Тепличный. Огурец. А как это работает? Конечно, без мамы тут только все и птичка, синичка. Во рту у меня. А где же огурцы-то есть созревшие? Вот, один. А почему птица? Как она сюда попала? На тебе. А где еще? У нас огурцов, говорит, полно. О, пошел. Какие планы, Гош? Мы едем на океан! Завтра, да? Ну сюда. Ладно, я предлагаю завязывать. Я потому что уже вырубаюсь, и я бы с удовольствием бы поспал, да, Буран? И
Единственное, что ты можешь сделать, это проецировать негатив, о котором ты даже не понимаешь, что проецируешь. Когда мне было супер тяжело, я выливал весь негатив на близких. Поэтому я поругался с партнером по бизнесу, я вышел из отношений, я поругался со всеми друзьями. Они пытались мне помочь всячески, они возили меня в поездки за свой счет, они пытались мне вернуть этот эмоциональный всплеск в мою жизнь. В тот момент, когда мне пришла эта потрясающая мысль выйти из окна, я понял, что мне нужна помощь, и, скорее всего, помощь специалиста. Я нашел своего психолога, который меня начал из этого плавно вытаскивать, хотя я даже не знал, что это такое. Ну и я просто пришел на первый сеанс, все ей рассказал, она расплакалась. И я не понял, что произошло. Пришел на второй сеанс, тоже не понял, что произошло, а на третий начал уже плюс-минус или на четвертый осознавать. Смерть близкого человека — это самое страшное, что может пережить человек в жизни своей. Страшнее этого не бывает ничего. Это самый большой стресс, который ты можешь получить в жизни. И она мне об этом сказала. Она сказала, что тебе плохо, и тебе долго будет плохо, и тебе нужно просто за собой наблюдать. И я вот начал этому учиться. А есть нарезанный? Посмотри, пожалуйста. Может быть, мы возьмем лучше какой-нибудь хлебцы? А что такое? Я вообще не знаю половину еды тут какой-то. Вот это что, круассан? Ну, по-моему, водой. У тебя есть вода, Малки, это твоя? 5-литровая? Вода есть, огурцы есть. Ну, воду так принесем, да? Да. Ой, можно жовтку еще? Подождите, не пробивайте, пожалуйста. Держите. Wi-Fi нет. Раньше на Камчатке нельзя было строить высокие дома. Это был первый высокий дом. И все такие, манать, вот это высокоэтажка. 9 этажей просто такие, о, все такие, о, ты что там живешь в 9-этажке? Вот это ты мажор. Она упала? Нет. Огуречки. Из магазина, где Wi-Fi нет. Гош, может, Wi-Fi. подержи огурцы? Держи. Держи. Только вот так держи. Красивый какой. Дай тебя сфоткаю, подожди. Подожди. Сайронька моя. Ты хорошенькая какая. Тебе не останется сейчас? Да, у нас еще одна банка. Да? Ой, Витька, молодец, забота. Один из главных выводов, который мне дала терапия, что твой мозг, правда, блокирует много стресса в твоей жизни, но его не нужно закапывать, его нужно плавно переживать. К сожалению, это нужно прорабатывать, чтобы не сойти с ума, не заболеть и так далее. Мы, и я, в частности, воспитаны таким образом, что мужчина не должен плакать, что нельзя показывать своих чувств, что нельзя показывать слабость, что всегда нужно стремиться к успеху, быть лучше, всегда веселиться, что нельзя показывать горе даже в социальных сетях. И вот как раз-таки одна из важных мыслей, которую мне заложил психолог, это что это нормально, что нормально реветь, нормально за себя переживать, нормально грустить. Ну как вам? Пожалуйста. Или вот это? Красиво, симпатично. Благодаря вот этому всему негативу я начал ценить огромное количество вещей, на которых никогда не обращал внимания. И я начал кайфовать от каких-то возможностей, на которые раньше не обращал внимания. То есть ты все время думаешь, можешь лучше, можешь круче, выше, быстрее, сильнее. А тут просто иногда очень я научился останавливаться, смотреть чуть сверху на то, что происходит,
и, наверное, вот наслаждаться моментом. Спокойствие и здоровье моих близких — это то, что на данный момент счастье. Ни бабки, ни новые кроссовки, ни вечеринки, ни фотки, лайки в социальных сетях. Это, я думаю, что очень сложный вывод, вроде бы звучащий банально, но он для меня очень ценный. Ты совсем, да, стал Ким Кардашьян? А как профилактику рака вообще в целом делать? Я в детстве перенесла насилие с его стороны. Нам осталось все